Всем, у кого чешутся руки сделать что-то самостоятельно, посвящается это видео. Привет, меня зовут Гена, и в этом видео мы покажем, как сделать простую деревянную дверь в стиле лофт своими руками. Будем использовать доступные материалы, а все процессы будут несложными. Также посчитаем их финальную стоимость и сделаем выводы, стоило ли заморачиваться с их изготовлением. Для изготовления дверей мы будем использовать сухую дубовую доску. В принципе, для подобных дверей можно использовать доски любой породы. Двери будут склеиваться с составных частей с перпендикулярным расположением заготовок, поэтому любая древесина при такой ламинации будет достаточно стабильной. Ну а последующая грубая отделка будет эффектно смотреться практически на любой породе. Многие нас даже немного упрекают за то, что мы так нещадно используем достаточно дорогостоящую дубовую древесину. Но хочу заметить, что этот дуб мы купили в бревнах в лесном хозяйстве еще до возведения дома. Напилив его на своей самодельной ленточной пилораме, мы получили обрезную дубовую доску, которая на данный момент обходится нам даже дешевле, чем покупная сосновая доска. Да и вообще вся эта идея с заготовкой дуба была задумана для нужд по внутреннему обустройству дома. Из нее мы уже изготовили дубовые полы, мебельные элементы, а также элементы декора. Доски после естественной сушки имеют некоторые искривления, а также перепады в размерах. Мы грубо подравнивали их на самодельной циркулярке с электрофуганком. Здесь в основном мы выравнивали два торца на доске, а также одну из ее плоскостей. Ну а большей точности в геометрии мы пытались добиться уже на рейсмусе. Этот обветшавший рейсмус служит мне верой и правдой уже более 10 лет. К этому времени у него разболталось практически все, что только возможно, поэтому добиться хоть какой-нибудь столярной точности у нас, конечно же, не получилось. Да в принципе для дверей в лофт стиле этого и не требуется. Одна из характеристик лофт стиля — это использование натуральных материалов с грубой текстурой. И подобные решения мы повсеместно используем как в экстерьере, так и интерьере нашего дома. Во-первых, лично нам нравится грубая текстура натуральных материалов. Ну а во-вторых, подобный стиль прощает некие неточности в подгонках, что в итоге упрощает и ускоряет все отделочные работы, а также можно обойтись более скромным набором специализированного инструмента. Потом мы принялись к торцеванию заготовок. По правде говоря, в этом видео мы покажем вам изготовление не одной двери, а нескольких. Ведь для ускорения процесса мы решили изготовить одним махом все внутренние двери для нашего дома. Поэтому и количество заготовок для них также было значительным. Многие из этих заготовок должны иметь одинаковую длину, поэтому их нужно нарезать точно в размер. Для этого я изготовил несложное приспособление, которое не только поддерживает заготовку по уровню станины, не давая ей провисать, но также имеет упор, позволяющий нарезать все заготовки с идеально точной длиною. Закрепив эту приспособу к столу, выровняв по шаблонной заготовке, все последующие доски будут отрезаны с такой же длиною. Для более коротких заготовок, не требующих нижней поддержки, в принципе можно использовать любой упор, прикрученный к столу. Таким образом мы нарезали все заготовки для 10 дверей. Двери в стиле лофт в основном принято делать сдвижными. Нам тоже это показалось отличной идеей. Хотя с этим у нас и возникли некоторые проблемы, но речь о них пойдет чуть позже. Для нижних направляющих сдвижного механизма в нижних заготовках выфрезеровали паз. После склейки двух таких заготовок паз внизу будет иметь достаточную ширину. И выфрезеровать его на этом этапе до сборки значительно проще. Некоторые двери будут работать как большая рама для зеркал. Под эти зеркала в заготовках мы также выфрезеровали углубления. При склейке все заготовки я буду стягивать временными саморезами. В множестве заготовок под них придется засверлить большое количество отверстий. Для облегчения этой процедуры я сделал несложный универсальный шаблон, подходящий ко всем заготовкам. На шаблоне я сделал упоры по двум сторонам, что позволяет его легко позиционировать на заготовке во время сверления.
использованием шаблона все отверстия размещаются идентично друг к другу, а также отпадает надобность делать разметку на каждой заготовке, что при большом количестве требуемых отверстий реально экономит время. Со временем в шаблоне некоторые отверстия немного износились, но на итоговый вид это сильно не повлияет. Подобный шаблон мы также сделали и для более длинных заготовок. Использование подобных шаблонов ускорило весь процесс в разы. Перед склеиванием я решил произвести сборку всех дверей всухую, чтобы удостовериться в точности подгонки всех деталей. Каждая дверь будет состоять из двухслойной обвязки и такого же двухслойного наполнения. Обвязку я собирал с перпендикулярным перехлестом заготовок. Площадь контакта при последующем склеивании будет значительной, что положительно повлияет на итоговую прочность. Одна из продольных досок значительно уже, что формирует подобие четверти для внутреннего заполнения. Двухслойная конструкция дверей, в отличие от однослойной, делает ее более прочной и стабильной за счет перехрещения дефектов древесины, а также сглаживаются напряжения волокон в отдельных элементах. В итоге такая дверь меньше подвержена деформации за счет перепада влажности в помещении. Толщина каждого слоя в нашем варианте составила 19 мм, соответственно итоговая толщина дверного полотна составит около 38 мм. Таким же образом мы предварительно собрали и все остальные двери. Позже мы разбирали каждую дверь и собирали ее повторно, только уже с использованием клея. Для склейки дверей использовали столярный клей ПВА с классом водостойкости D3. Для подобного применения он отлично подходит. После застывания клея из дверного полотна мы выкрутили все саморезы. Использование саморезов в качестве временной запрессовки обусловлено у нас банальным отсутствием достаточного количества столярных струбцин. Отверстия от саморезов мы заделывать не будем. Их правильное геометрическое расположение на дверях в таком стиле в принципе будет смотреться уместным. Грехи после рейсмуса, которым так и не удалось выровнять доски в идеальную плоскость, мы убрали с помощью электрорубанка. Для сдвижных дверей продаются специальные врезные ручки, но здесь мы реально сэкономим, сделав вместо ручек простые прямоугольные углубления. Такие углубления мы сделали с помощью ручного фрезера, а для точной многократной повторяемости из 4 реек я сделал простейший кондуктор. Теперь все ручки будут идеально одинаковыми. Да, мы по-прежнему обжигаем многие деревянные элементы в нашем интерьере. Такой стиль отделки мы выбрали еще на этапе изготовления обожженного фасада и продолжаем придерживаться этого стиля, чтобы в итоге дизайн дома и интерьера выглядел более целостным. Обжиг выжигает более мягкие слои древесных волокон, а последующее удаление обугленного слоя с помощью щетки открывает грубую естественную текстуру древесины, напоминающую долголетнее состаривание. Процесс чем-то схож с грубым брошированием, только с обжигом он производится значительно легче. А также дерево естественным образом приобретает темный, практически черный цвет. И если он уместен в вашем интерьере, то такой способ подойдет и вам. После чистки обожженное дерево мы покрывали 3 слоями яхтенного полиуретанового лака с матовой текстурой. При покрытии лаком темно-коричневое обожженное дерево становится абсолютно черным. Для многих такой цвет в интерьере неприемлем.
Но с нашей точки зрения он смотрится достаточно благородно и, самое главное, намного естественнее, чем те же яркие цвета. Отсутствие длинных столярных струбцин также не позволило идеально стянуть дверное полотно при склеивании. Между деталями на дверях все же остались небольшие зазоры. Их можно было бы и оставить, но самые большие из них мы все же решили заделать самодельной шпаклевкой. Мы использовали древесный уголь, счищенный с верхних слоев, добавили древесную пыль, а также аэросил, это белый порошок, который убирает текучесть, а в качестве связующего выступил тот же лак. Весь процесс по созданию этих дверей мы старались максимально систематизировать, чтобы вся эта работа отняла у нас минимум времени. Но все же изготовление этих 10 дверей заняло у нас целый месяц, и еще больше времени они ожидали своего монтажа. Навешивать двери мы решили на недорогие раздвижные системы, поверив производителю, что такая система выдерживает дверное полотно весом до 40 кг. Большинство наших дверей влезали в эти пределы, примерный вес каждой двери составлял около 35 кг. При первых же испытаниях оправдались наши опасения. Прослужив ровно 2 дня, к нашему огорчению ролики просто рассыпались. И нам пришлось купить 10 новых, более мощных и, естественно, более дорогих раздвижных систем. Цена, эквивалентная на сегодняшний день за маленькую систему для раздвижных дверей, составляет $21, а за систему для более тяжелых дверей $46. Мы заплатили обе эти цены для каждой двери. При том, что материалы для самой двери, которые включают дерево, лак, клей и другие расходники, обошлись нам примерно в $32. Если бы нам пришлось повторить этот путь с изготовлением дверей, мы бы проделали его точно так же. Естественно, мы бы уже не попали на двойную покупку раздвижных систем, возможно, сделали их бы самостоятельно или даже навесили двери на обычные петли, сделав их распашными. Ну а в остальном они нас полностью устраивают, все двери отлично вписались в наш интерьер и нормально функционируют на протяжении уже целого года. Хотя мы понимаем, что ролики в раздвижной системе со временем будут изнашиваться и потребуют замены, и в этом случае обычные петли с распашными дверьми будут более практичным решением. Кстати, если ты любишь делать что-либо своими руками, практически все видео на нашем канале как раз об этом, ты можешь к нам подписаться. Ну а если ты уже подписан и тебе понравилось это видео, поддержи его репостом и комментарием. Ты мне нужен, как свет моих каких-то глаз. Ты мне нужен, я тебе